رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Эта утренняя молитва проходит в день мусульманского праздника. В Таджикистане его называют Иди-Курбон. Мы встречаем его в одном из древнейших городов Центральной Азии – Пенджикенте. Это западная часть Таджикистана, практически граница с Узбекистаном. До Самарканда отсюда всего 40 километров. Да, обед закончим, пойдем. У нас есть, да, там ждем баран порезать. Все бараны, да, режут сегодня? Каждая семья или… Нет, по возможности. Не так давно президент Рахмон официально запретил устраивать пышные торжества в Таджикистане. Но приносить в жертву барашка в Иди-Курбон можно, ведь праздник именно про жертвоприношение во имя памяти пророка Ибрагима. Мясо животного надо обязательно раздать нуждающимся. Традиции предков таджики чтут трепетно. Воскресаю, что я родился таджиком. Я от этого не отказываюсь. Трагические события, которые случились в марте этого года в российском Крокус-Сити-Холле, негативно отразились на положении таджикских мигрантов. Многие были вынуждены вернуться домой, кого-то депортировали. А въезжать в Россию таджики теперь могут только по специальной визе. Про нас вот в России по-другому думают. Они думают, что все такие. Но, как говорят русские, в семье уродов не бывает. Везде есть плохие, да. Вот это раскопку я нашел, вот это. Пенджикент удивляет. Человеческие судьбы, история, легенды, археология. Здешние края этим всем буквально переполнены. Сначала мы удивлялись откровенностью и искренностью местных жителей, а потом и некоторым тайнам, которые они нам поведали. Вот это все там было? Да, так и нашли. Понимаете? Обалдеть. То есть это было как могила захоронения. Вот это золото, понимаете? Знаменитые Фанские горы – это величественная красота и масштаб. В их окружении начинаешь ощущать себя песчинкой. Именно за этим ощущением сюда и приезжают туристы со всего света. У местных же жителей самый популярный способ сбежать от столичной духоты – снять дачу с бассейном в ущелье, рядом с Душанбе. Температура воздуха тут на порядок ниже. На горной дороге водитель должен быть максимально бдительным и сконцентрированным. Невнимательных она наказывает. Вероятность схода селевых потоков, лавин и камнепадов тут есть всегда. Поэтому весь перевал Анзоп в горных тоннелях. Многие из них не освещены. Итак, из столицы Таджикистана мы направляемся в древний город Центральной Азии Пенджикент. Как говорят местные, в гости к принцессе Саразма. Пенджикент – это рисовые поля, колосящаяся пшеница и разнообразные овощи. Фермеры возделывают тут земли от заката и до рассвета. Во время сельхозработ еще в 70-х годах прошлого века один крестьянин так наткнулся на необычную находку. Сначала он бросил найденный брусок в сарай, но потом решил показать его специалистам. Вот эта фотография считается исторической на ней, потому что запечатлен тот самый момент, когда вот местный житель Ашурали Тайлонов, он встречается с археологом, известным в Таджикистане, Абдулладжоном Исаковым, и передает ему тот самый топор. Человек понял, знающий, что это очень ценная находка. И здесь, вот в этой местности, начались раскопки. И вот сейчас здесь образовался целый такой большой музей под открытым небом.
Латфило Курбанов родился в кишлаке Саразм в 1972 году. Он был мальчишкой, когда сюда стали съезжаться ученые с разных уголков земли, и на их полях начались раскопки. А тот самый фермер с фотографией – это дядя Латфило Курбанова. Когда племянник подрос, он тоже помогал археологам откапывать древний город. Веником подметали, это бросали это землю там. Это сложно, да, наверное? Да, очень мелкая работа. Надо каждого это землю копать, надо проверять, мелкий, может что-то пропустить можно. Осторожно надо раскапывать. Сейчас Латфило работает смотрителем музея и охраняет все то, что они нашли с археологами. Керамические сосуды степной культуры. Сейчас, кстати, в Таджикистане в похожих блюдах подают тоже. Да. Там Мы обратили внимание. здесь печатка это. Свинцовая печать? Печать, да. Вы думаете, тогда у них тоже печати были? Да. Так нам сказали же. Интересно. Вот эти раскопку я нашел, вот эти. Серьезно? Да. Вот эту крайнюю? Да, Или вот эту? не, вот эти крайние. О, смотрите, она прям целая, да? Да, А и как вы ее нашли? Копали? копали, мы там где-то больше 10 человек здесь работали, да? Смотри, чуть-чуть видно стало. Вот. Только надо осторожно работать, да, чтобы не сломать, да, не поломать. Так открывали рядом, да, и начали этого. Ученые смогли установить, что 5500 лет назад тут жили люди эпохи Бронзового века. Поселение насчитывало примерно 8000 человек. Кто они были, чем занимались и, главное, куда делись, ответы на эти вопросы пока что остаются загадкой. Раскопки здесь время от времени возобновляются, но уже не так активно, как раньше. Массового захоронения более чем за 40 лет поисков пока не обнаружили. Всего только одну могилу. И вот эти бусинки красные, или это уже вы положили сами? Не, Все было там? все было там, как нашли, вот это рядом положили. Неизвестную усопшую местные прозвали принцессой Саразма. Девушке было примерно 36 лет, когда ее похоронили. И еще 2 скелета были обнаружены в могиле. Все они лежали в позе эмбриона. А вот это чей череп тогда? Вот тот, это ее, Обслуживали, говорят. то есть ее слуги? Да. Вот это зеркало, видите, оно оригинальное. Ничего себе. Позже специалисты выяснили, что тут было древнее городище. Какую-то его часть уже откопали. Среди увлеченных исследователей был один французский археолог, проживший здесь 30 лет до самой смерти. А это вы уже придумали, что она примерно... Да. Кто ее сделал? Это из хужанты готовили здесь. Где? Из хужанты приготовили сюда. Скульпторы, да? Супер, слушайте, красиво очень. Подземному городу дали название в честь кишлака, где он был обнаружен – Саразму. Так, на территории одного из древнейших городов Центральной Азии нашлось еще более древнее городище. Наш президент приезжал сюда, потому что здесь музей. Это до этого года это не был старый, который вот такой простой дом же был. Здесь все убрали, хороший, красивый сделали. И если туристы проезжают 1000 километров, чтобы посмотреть именно на раскопанный город времен Бронзового века, у местной молодежи это место популярно для съемок Love Stories, поэтому у входа дежурят толпы видеографов. Как история сочетается с праздничным настроением, если честно, мы так и не поняли. Скелеты в комнатах, вековые находки и историческая пыль. Романтики никакой, а только еще одна загадка Саразма и его жителей.
На следующее утро просыпаемся рано. По плану у нас отправиться на 7 озер. Это одна из главных туристических точек в Таджикистане. От Пенджикента недалеко. Побывать там – это как съездить на Иссык-Куль для кыргызстанцев или на Чарвак для узбекистанцев. Но на улице сегодня праздник – Иди Курбон, поэтому мы немного задерживаемся. Интересно посмотреть. Первая молитва собирает всех мужчин в округе у одной единственной мечети Пенджикента. Несмотря на то, что таджики – религиозный народ, на каждом углу мечети тут не строят. Людей так много, что вовнутрь все они не помещаются. После намаза важно зайти к тем, у кого недавно кто-то умер, и обязательно прочесть молитву в память об усопшем. А затем дома мужчины режут барана. Такое жертвоприношение делается раз в год, чтобы прогнать все дурное и попросить у Аллаха здоровья и благополучия для своих родных. Один из принципов жертвоприношения – это если ты будешь заряжать овса, надо делить на 3 части. Одну часть оставить себе и свою семью. Вторую часть делить на близких, родственников, соседей или тому людям. И третью часть надо дать беднякам, нищим, которые нуждающим, которые они не могут позволять себе купить мясо или вот делать себе какие-то праздники или пиров. Главный атрибут праздника, конечно же, стол. В этот день он обилен, а главное, всегда накрыт, так как гостей много и приходят они постоянно. Многие в этот день отдыхают, но, как оказалось, только не базар в Пенджикенте. Говорят, местные вообще не любят сидеть без работы. Зайдя за ароматными лепешками в дорогу, у нас очень легко завязывается разговор с продавцами. Зачем вы ходили на работу? Сегодня же можно было отдохнуть, праздник. Надо зарабатывать. Праздники тоже хорошо, мы зарабатываем. Медсестра Хилола и биолог-химик Хусейн, муж и жена. Работают тут почти 30 лет. Продают в основном местные фрукты. Что-то завозят из-за границы, например, азербайджанские яблоки. Выходной у них бывает только в первый понедельник каждого месяца, когда рынок закрывается на санобработку. Закончил университет, у меня диплом есть. Вот это хороший бизнес, чем зарплату. Лучший бизнес. Да, лучший бизнес. Вообще большинству азиатских семей, в том числе и таджикским, свойственна привычка много работать, чтобы накопить денег на свадьбу или той. В многолетнюю традицию несколько лет назад вмешался президент Таджикистана и запретил пышные гуляния. Теперь собираться на какие-то торжества может не больше 150 гостей. Когда не было запрета, среднестатистическая свадьба выливалась в 500, 700, а то и 1000 приглашенных. В последнее время государство очень хочет, чтобы народ жил спокойно, просто не было лишних растратов, поэтому указ президента вышел от категории, от ограничений, чтобы люди, они работают в России, приходят здесь, все 2-3 года накапливают деньги, накапливают и приходят сюда, один раз свадьбу сыграют, чтобы так не делал, чтобы жил нормально для себя, поэтому есть ограничения. Это ради блага людей, ради народа, ради... Михражидин продает заморские чаи. Самый ходовой сорт – зеленый. После жирного мяса, которое очень долго усваивается, он пьется приятнее других напитков. У Михражидина тоже есть высшее образование. Я по образованию инженер, химик, технолог. А почему вы расстроились? Потому что профессию не можете найти, по профессии не работаете? Не, я давно закончил с отличием. Просто после распада Советского Союза у нас были гражданские войны, трудные времена. Не знаю, вот
из-за эмоций, не знаю за что. Когда гражданская война была, вы здесь были, да? Да, я был, участвовал в Душанбе, был, все знаю, помню, как были тяжелые времена. Когда он был молодым, вспоминает, рассчитывал найти работу по профессии. Ведь Заравшанская долина – одно из богатейших мест на планете по полезным ископаемым. В основном слово Заравшан это от слова золото. Зар это золото. Как дает лучи озаряющие, поэтому называется Заравшанская долина, который там есть Заравшанский ледник, оттуда это Заравшанская река начинает, источник оттуда берет воду. У нас много ископаемых, да, никель есть, вольфрам есть, в основном металлы, которые мало остались в мире, да, у нас есть просто, не знаю, раньше во время Советского Союза обогащали. А сейчас нет? Сейчас есть только вот там у нас золото извлекают. Но в итоге, как и многие его соотечественники, он уехал работать в Россию. Потом вернулся домой и пошел торговать. Тема мигрантов для него тяжелая, особенно в последнее время. Люблю свой народ. Я это буду подтверждать всегда. И в России сказал, что я восхищаюсь, что я родился таджиком. Я от этого не отказываюсь. Конечно, Я а зачем это? остаюсь на свои, да, слова, я всегда поддерживаю. Вот добро пожаловать. Вот видите, мы народ такой, гостеприимствительный. Очень добрый. Да. Очень добрый. Мы вот уже тут 5-й день. Да, про нас везде вот в только России добрые по-другому думают. Они думают, что все такие. Но, как говорят русские, в семье уродов не бывает. Везде есть Они везде плохие, да. После базара мы выдвигаемся в путь. Дорога к 7 озерам не асфальтирована, поэтому поднимаемся медленно. Зато появляется возможность рассмотреть местных жителей. Надо сказать, в кишлаках женщины очень стесняются чужаков. Большинство отворачивают или прячут лицо. А вот с предпринимательской жилкой у местной молодежи все в порядке. Перед проезжающими машинами они возникают как будто ниоткуда. Это рынг. А, да? Вот так? Да. Рынг. Это на пальце, да? Да, да. А сколько она стоит? 50. Вот это 50? Да. Ух, как. Это большой, да? А вот это? Вот это маленькая. Да. Вот так, да? 40. 40. И вот так завязывается, да? А вот это А можно вот это посмотреть? маленький 40. Сейчас я выберу, я не могу только выбрать. Вакуумский рамы. Так, давайте мне вот одну вот эту. А ведь ему. Вот эту. Покупка обошлась в 50 самани. Достаточно расточительно. Без малого $5 за браслет из бисера. Но уж очень хотелось поддержать мелких предпринимателей Фанских гор. Петляя между небольшими кишлаками и горами, мы проезжали мимо обогатительной фабрики. Грузовики курсируют тут нон-стоп. Возят со склонов породу, из которой, как оказалось, китайские специалисты извлекают золото. Наконец подъезжаем к первому озеру. Туристов не видно. Бодрящей водой наслаждаются местные ребята. На берегу небольшой гостевой домик. Надо сказать, в Таджикистане относительно недавно начал развиваться туризм. Поэтому инфраструктура тут еще совсем не развита. Нет все тех же нормальных дорог. Люди пока вкладываются в строительство своего собственного бизнеса. Шодмонкул Сангинов – директор турбазы на 6-м озере. Называется оно Маргузор. Считается самым большим из всех 7 и находится на высоте более 3500 метров. Сюда поднимаются не все. Время, дорога, поэтому многие остаются на нижних площадках. Вот по этой дороге у нас можно трекинг идти до Искандеркуля. Вот тогда уже будет самая высокая гора в Фанских горах, это Чимтарга, 5500, почти 5500 метров, та высокая. Ну, здесь около 3800, вот так. Он сам всю жизнь проработал в госорганах. Однажды его родной брат позвал вместе с собой сопровождать иностранцев в трекинге. Тогда Шодмонкул понял, что всю жизнь занимался не тем. Получил у государства разрешение на использование земли и постепенно построил отель под сводами неба.
Долго строили? Долго, долго. Вот до сих пор у нас продолжается все, реконструкция. Когда проехали все серпантины и добрались до Верхних озер, ощущение, будто оказались на верхнем этаже небоскреба. Да, утром проснуться с видом с таким. Еще знаете, когда утром проснетесь, эти горные куропатки поют, вообще прекрасно. Сейчас Шодмонкул активно сотрудничает с Узбекистаном, организовывает так называемые комбинированные туры, когда туристам предлагают познакомиться не с одной страной, а с целым регионом. Здесь у нас рядом Самарканд. От Самарканда до границы Таджикистана, Пенджикента, 40 километров всего лишь. От Пенджикента до нашей турбазы 55 километров. И в Самарканд сейчас центр туризма, можно сказать, Центральной Азии. Да. Когда к ним много туристов приезжает, им хочется посмотреть еще одно государство, и мы как раз им представляем. Заодно сразу и Пенджикент посмотреть, Сараз, 5500 лет, древнейший городище Центральной Азии покажем. И потом уже посмотреть Фанские горы, Маргузорские озера. От того, что озера с каждым годом становятся все более уютными и популярными, выгоду получают не только предприниматели, но и местные. Для них это рабочие места. В отдаленных горных кишлаках с этим большая проблема. Поэтому так много мужчин и уезжает в трудовую миграцию. Когда сезон, мы берем и местных жителей. Они у нас и проводники горные, они осликов, мы их не берем в аренду. Рабочих, человек уже 15 до 20 человек мы можем принимать временных. А так постоянно зимой 3 человека, там охрана, там директор. Кормит, кто готовит кушать? Да, все это здесь. Водители у нас 3-4 машины. Кто поднимает, спускает, да? Да, у нас 3 спринтера, мои племянники. У нас все, семейный бизнес. 3 спринтера, Мерседес спринтеры взяли для того, чтобы обслуживали туристов. В планах у директора турбазы Маргузор завязать сотрудничество и с соседним Кыргызстаном, чтобы туры были еще более разнообразными. И это говорит не только во имя комфорта и интереса туристов, но и для взаимной дружбы между странами. Шодмонкул уверен, туризм – отличный способ объединяться и дружить с соседям, живущим бок о бок в одном регионе.